Добрый день! С вами сегодня Веб-Сарафан, интернет-журнал про онлайн-маркетинг для предпринимателей. Сегодня мы разговариваем с Игорем Манном. Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте. Игорь – очень известный российский маркетолог, издатель и автор 10 книг. Самая популярная из его книг – настоящий бестселлер. Это книга «Маркетинг на 100%». А сегодня мы поговорим про другую книгу Игоря, которая называется «Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Игорь, эта книга уже есть в продаже? Да, только несколько правок, книг уже 12 суммарно. 12. Книга называется «Номер один. Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Книга в продаже уже есть, она продается уже неделю и стала номером один в топе Озона. Как быстро за неделю? Что говорите, Таисия? Она стала номер один так быстро за неделю. За неделю, да. О чем она, эта книга? Она о том, как стать номером один из названия, это понятно, в том, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Ты просто должен найти эту область для себя, это часть книги. И потом делать определенные шаги, это вторая часть книги. И после того, когда ты занимаешься профессиональным, личным развитием и достигаешь этой цели, и показываешь уже какие-то результаты, это третья часть книги, ты можешь заниматься немножко самомаркетингом. Это вот последняя, самая маленькая часть книги, о том, как продвигать самого себя. Вот могу ли я стать лучшим бизнес-владельцем своей индустрии? Или вы имеете в виду то, что можно стать лучше, чем я сейчас? Что конкретно? По-разному люди могут сформулировать цель. Можно действительно, некоторые люди уже писали мне, что мы хотим в следующем году быть другими. То есть вот я 2014 года, я 2015 года, это разные люди. Можно действительно замахнуться на то, чтобы быть лучшим владельцем розничного магазина или, скажем, онлайн-магазина в своем городе или в своей отрасли. Пожалуйста, цель тут никто не ограничивает. Хорошо, вот если у меня свое кафе-мороженое, как мне стать лучшим владельцем кафе в Питере уже сегодня? Здесь будет несколько вещей взаимосвязанных. Первое, вы должны, конечно, я говорил про результат, вы должны показывать хороший бизнес-результат. Вы можете быть очень хорошим человеком, но у вас могут быть ужасные результаты, и кафе, может быть, наладно дышит, или вообще, не знаю, одни убытки вам приносит. И вы объясняете, как это исправить? Да, знаю. Но это уже немножко другая задачка. Это задачка скорее бизнесовая. Здесь мы говорим о личном развитии человека. Мы не говорим про развитие бизнеса. Понятно, что чем лучше ты как специалист, чем лучше ты как человек, как управленец, как менеджер, тем лучше твоя команда, пусть она даже небольшая. И, соответственно, как следствие, чем лучше твоя команда, лучше результаты. Но как сделать кафе-мороженое, там номер один в Санкт-Петербурге, это, конечно, уже немножко другая опера, другая задача. Вот я сейчас пишу другую книгу, которая называется «Прибавить оборотов». Она именно о том, как можно увеличивать финансовые показатели любой компании, долю рынка, прибыли, беда, доходы, все что угодно. Но в этой книге я могу прочитать какие-то общие правила, как мне просто стать, как вы сказали, не лучше. Общие, конкретные. Все-таки не общие, абсолютно конкретные правила. Это как раз очень-очень конкретно. Фактически это рабочая тетрадь. Еще раз, по превращению меня не очень удачного менеджера, руководителя в меня там суперменеджера, суперруководителя. Хорошо, какой вы совет дадите, самый важный из этой книги, самый первый? Прочитать книгу. Хорошо, навскидку. Лучшим бизнес-владельцем как мне стать? Вот здесь одного совета не будет. То есть реально это система советов, такая экосистема. Еще раз 5 шагов. Аудит, цель, развитие, результаты, потом маркетинг самого себя. Все как обычно начинается с аудита, чтобы я вообще понял, что я и кто я, правильно? Потом я ставлю цель, потом к этой цели мы... Развитие. Идем через развитие, через профессиональное, через личное. Профессионально это ты должен хорошо делать мороженое, и ты должен хорошо уметь его продавать. То есть ты, с одной стороны, делаешь хорошее мороженое, с другой стороны, ты хорошо его продаешь, при этом ты должен быть еще очень клиент-ориентированным. Это все профессионально. А личное, у каждого человека свой набор качеств, их 30, и это конструктор. Вы смотрите на этот список и просто выбираете то, что подходит вам. Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, стремление вот к этому перфекционизму, к тому, чтобы все делать хорошо, это должно стать стилем жизни? Это должно быть привычкой? Да, хорошие привычки же достаточно быстро вырабатываются, от 3 до 4 недель. И ее можно формировать, правильно? То есть, конечно. Если вот в цели поставить? Да, естественно. Не все сразу, то есть невозможно по 30 направлениям одновременно двигаться, поэтому в книге предлагается читателю поставить приоритеты. Скажем, должен умение быть пунктуальным, может быть, не так важно для человека, который
владеет кафе-мороженым. Ну, может быть, важно умение общаться, например, с людьми. Да. Умение общаться с командой, умение общаться с людьми, там, нетворкинг, это вот может быть, конечно, полезный навык. Может быть, не нужно знание иностранного языка. То есть, еще раз, смотришь на список, понимаешь, что для тебя важно, а что нет. Хорошо. А как отразится то, что я стала лучшей в том, что я делаю, на прибыли моего бизнеса? Вообще, эта зависимость, она прямая, как вы считаете? Да. Я считаю, что прямая. Вот как раз раздел, который посвящен результатам, он говорит о том, что мы циничная страна, и люди в России всегда говорят: покажи мне деньги. То есть вот косвенный показатель того, что вы стали лучшим специалистом, вы начинаете больше зарабатывать в час, в день, в год, но вы так или иначе связаны с деньгами. То есть деньги – это показатель качества? Один из показателей того, что вы номер один. Другие показатели – это профессиональные награды, это профессиональное признание, это победы на каких-то конкурсах, это награды, не знаю, администрации города и так далее. Это все идет в зачет. Ну, понятно. То есть на самом деле все равно развиваться и быть лучшим имеет смысл даже просто потому, что это окажет влияние и на мой кошелек. Хорошо. Игорь, спасибо вам большое. Вашу книгу можно купить уже в Буквоеде, например, да? Буквоед я не уверен, но в Озоне она продается сейчас точно. В Буквоеде, я думаю, будет она к концу апреля. Ну все, отправляем всех наших читателей в Буквоед. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.